Всем привет! Сегодня для вас общий расклад на тему «Какая женщина в вас влюблена?», кому вы очень сильно нравитесь. Расклад общий на два варианта, поэтому загадайте цифру и выбирайте свой вариант. Если общий расклад резонирует хотя бы на 70%, это прекрасный результат. Если не резонирует, ничего страшного, значит это не ваш вариант. Можете обратиться ко мне за личным гаданием, кому необходима помощь, консультация и поддержка. Мои личные контакты на экране. Просьба не звонить, только писать в WhatsApp или в Telegram. Кто у меня впервые на канале, подписывайтесь, ставьте лайки. Меня зовут Алла, забыла представиться, и выбираем свой вариант. Итак, первый и второй. Ну что, ребятки, поехали. Первый вариант. Кто в вас влюблен? Кому вы очень сильно нравитесь? Так, вы эту барышню знаете. Кто она вам? Это ваша коллега. Коллега или женщина, которая имеет как-то отношение к вашей работе. Может быть, клиентка, например. Или вы ее клиент. Барышня здесь такая, знаете, немножко стыдливая, закомплексованная. Хотя визуально она здесь может быть очень красивая. Королева жезлов здесь выпала. Здесь у вас какие-то такие отношения, знаете, вот когда, ну, например, пришла на работу, принесла какие-то документы и ушла. Передала какую-то информацию и ушла. Ну, то есть, как бы здесь у вас толком какого-то контакта нет. Вы здесь можете, кстати, то ли в женском коллективе работать, то ли как-то вот вокруг вас очень много женщин. И это, кстати, королева жезлов, она может видеть, что вокруг вас очень много женщин, и это тоже дополнительный нюанс, почему она может вот как-то так очень себя боязливо вести в ваш адрес. Барышня здесь какая-то такая, знаете, не с очень высокой самооценкой, больше с заниженной самооценкой, и когда она видит, например, вот в вашем коллективе, что очень много красивых, молодых, может быть, она там постарше, когда она видит, что она себя постоянно как-то сравнивает и не в плюс самой себе, то здесь она как-то все время вот как-то отступает, типа, да ладно, ему не до меня, да не буду я как бы позориться, да не буду я там никак проявляться, вряд ли ему понравлюсь. То есть тут она как бы сама себя убеждает, что вы не для нее. А почему ты так считаешь? Ну, плюс ко всему, смотрите, эта женщина, она может быть замужем, но там, считайте, практически семьи нет. Это называется, знаете как, соседи, которые живут просто на одной территории, или как это, в общаге. Живут два соседа в одной комнате и вот как бы там решают какие-то бытовые вопросы. Поэтому женщина здесь может быть визуально очень даже симпатичная, очень красивая, но с очень низкой самооценкой, постоянно почему-то думающая, что вот с ней что-то не так. Плюс у нее есть семья, но, как я уже сказала, семья там никакая, и назвать этой семьей язык не поворачивается. В браке она может быть давно, и здесь женщина, как бы, знаете, бессознательно, ей как бы хотелось влюбиться. Ей бы хотелось влюбиться, чтобы, ну, типа не просто уйти из семьи, потому что, ну, уйти из семьи куда? Знаете, как бы женщины бывают разные, ну, как и мужчины, впрочем. Есть женщины, которые готовы вообще уходить в никуда, им плевать, они вообще там не ищутся никаких опор, потому что они сами себе являются опорой. А есть женщина, вот как эта королева жезлов из расклада, вот она не может так. То есть ей нужно, если уходить уже из семьи, то ей нужно уходить куда-то. То есть она должна понимать, ради чего это все ломается. Пусть там все хреново в этой семье, но для нее это привычно. То есть для нее это как бы некая такая, знаете, стабильность. А так просто уйти в никуда, ну, как бы ей страшно. Ну, еще и с учетом ее низкой самооценки, то понятно, что она никуда отсюда не уйдет. Хорошо, что у нее к вам? Она запуталась. Она запуталась в своих чувствах к вам. Вы знаете, такое ощущение, что она вам как-то показывала свою симпатию, но как-то так коряво показала, что, видимо, вы ничего не поняли. Здесь такое ощущение, что она как-то пыталась вам то ли намекать, то ли как-то
улыбаться, может быть, кокетничать. Но она какая-то реально корявая. Какая-то такая, знаете, зажатая, закомплексованная, угловатая. И получается, что вот все ее вот эти вот заигрывания с вами, они как-то выглядели смешно в ваших глазах. И вы, может быть, или не поняли, что это, оказывается, она со мной заигрывала. Или же вы увидели ее, какая она угловатая и какая она такая вот закомплексованная, и вы решили: не, девочка, как бы давай не сегодня. Вот в таком формате. Потом она сама обломалась, она поняла, что она что-то делает не так, и она сама ушла в тень. Хорошо, чувства тебе вообще есть? Знаете, я бы сказала, что вы ей настолько нравитесь, смотрите, вы для нее вообще император, что, ну, скорее всего, что у большинства, кто смотрит этот расклад и кто узнал себя и эту женщину, да у нее просто там дрожит все, что только может дрожать. Коленки, руки, голова. Знаете, такая картинка, как этот. Когда человек очень сильно волнуется, знаете, вот он как этот, его трясет, и это со стороны как-то так смотрится, вот как будто человек под чем-то находится. Но как бы картина, конечно, неприглядна абсолютно. Мне, честно говоря, жалко эту женщину, потому что здесь вот с одной стороны очень большой комплекс, с другой стороны очень большая симпатия к вам, и она просто не может победить ни комплексы, ни свои страхи. Поэтому, ребят, для тех, кто узнал себя, свою ситуацию и эту женщину, может быть, она вам нравится на самом деле, но, может быть, вы тоже к ней не можете найти подход, потому что видите, что ее колбасит от вас. Здесь вам совет, если она замужем, здесь вам совет: не парьтесь насчет ее семьи, потому что там семьи толком нет. Я, конечно, напоминаю, что это общий расклад, поэтому, естественно, эта информация не всем подойдет. Но вот те, кто чувствует, что этот расклад с вами резонирует, то здесь вам нужно просто как-то, знаете, помочь ей перестать себя бояться. Она реально вас боится. И здесь нужно, ну не знаю, на кофе ее пригласите, там, подарите ей какой-то цветочек, подарите ей коробку конфет, не знаю, там, поулыбайтесь с ней, пошутите, сделайте ей комплимент. Она, конечно, бедолага, чтобы не провалилась там сквозь пол, но тем не менее ей важно от вас понять, что она вам симпатична как женщина. Потому что почему она так себя ведет? Потому что она не понимает, она вам нравится или она вам не нравится. И за счет этого вот у нее такой образ какой-то запуганной мышки. На самом деле она не запуганная мышка, она здесь королева жезлов. Но, знаете, те из вас, кто когда-то влюблялся, вы сами прекрасно помните, каково это, когда тебе человек очень нравится, тебя трясет, обливает потом, ты становишься идиотом, начинаешь заикаться, ведешь себя просто как какой-то неимоверный дебил. Все те, кто влюблялся, неважно какого возраста, хоть в подростковом периоде, хоть в 50, хоть в 60, вы прекрасно знаете, о чем я сейчас рассказываю. Так что, ребята, вот такой вот был первый вариант. Если она вам нравится, то давайте проявляйте симпатию к ней и покажите ей, что она вам симпатична. Ну, если не симпатична, ну, значит, все. Нет, так нет. Вот такой вот был первый вариант. У кого отыгрался, отпишитесь в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Для обращения за личными гаданиями контакты мои на экране. А мы переходим к двоечкам. У кого единичка не отыгралась, посмотрите второй вариант. Так, ну что, кому вы очень сильно нравитесь? Девятка чаш. Кто тут у нас спрятался за вторым вариантом? Аркан дурак. Аркан суд, очень интересно. Двойки, ну вы даете. Дурак, суд, повешен. Это что тут такое вообще? Еще и отшельник. Ну, замечательно. Это что тут за этот? Агент 07. 007. Слушайте, тут какая-то женщина, которую вы вообще не поймете, что вы нравитесь. Вот просто реально агент 007. Тут вообще непонятно по лицу, по ее взгляду. Здесь человек просто
жуткий актер в хорошем смысле, жуткий, потому что тут вообще непонятно, что она в вас влюблена. А вы здесь очень нравитесь сексуально, туз, чаш, слушайте, тут прям так вам тянет вообще. Здесь, смотрите, тут чисто сексуальный интерес. Знаете, здесь человека тянет на обнимашки, на целовашки, на секс, на романтику. Нет, она тут не хочет никакой семьи. У большинства отыграется она замужем, а здесь женщина не хочет ничего серьезного с вами, но здесь женщина такая, знаете, вот она наполнена, скажем, чувствами, она наполнена страстью. Здесь женщина очень живая, очень ресурсная. Здесь у двоечек какая-то мадам такая, которая, знаете, вот от нее прям, как сказать, брызжет энергией, давайте так назову. Кто это? Это какая-то знакомая в ваших общих компаниях. То есть тут сами включайте мозги и думайте. Я, как в общем раскладе, говорю вам варианты, а вы уже на себя примеряете. Это может быть подруга там какой-то вашей родственницы. Это может быть подруга вашей жены, там подруга подруги подруга. Ну, то есть тут может быть подруга вашей коллеги, сестра вашей коллеги. То есть тут вот куча всяких вариантов, кто это может быть. Ну, то есть вы ее знаете, и где-то вот в общих компаниях вы были. Это могут быть какие-то дни рождения, свадьбы, крестины, там, не знаю, шашлыки, куда-то вы с ней выезжали в общей компании. Короче говоря, где-то она есть среди вашей общей компании. Может быть, это бывшая жена какого-то там вашего приятеля или знакомого. Между ними вообще больше ничего нет. Она там, может быть, вообще уже замужем за другим, но вы еще как бы вот встречаетесь вместе в компании. Вот этой женщине вы реально очень нравитесь. Но здесь женщина, она такая умная. Она понимает, что просто так, как бы тут, как говорится, не запрыгнешь. И здесь женщина может как-то... Смотрите, тут выходит аркан колесница вместе с арканом дьявол. Здесь про то, что если в первом варианте там была очень закомплексованная женщина, и она тряслась прямо от страха, что вдруг вы заметите симпатию ее к вам и там скажете, что она вам неинтересна, то тут тоже ее трясет, но тут трясет ее не от комплексов, тут ее трясет от страсти. Вы тут прям тот типаж мужчины, который, вот знаете, у каждого человека есть какой-то свой типаж бессознательный, на который он включается. Там у вас есть бессознательный типаж жены, да, то есть вы понимаете, что вот эта женщина, вот я бы на ней женился. Вот эта женщина, я бы с ней переспал. Вот эта женщина, я бы с ней просто общался. Ну, то есть у каждого из нас в бессознательном есть какие-то картинки, какие-то фантомы, какие-то кусочки мозаики, вот кто для нас кем являлся бы. И когда мы встречаем в реальности человека, то мы как бы начинаем, как эти, знаете, роботы, машины, вот когда у них на экране там возникает сразу комбинация там yes, no, yes, no. Вот у нас, по сути, мы ничуть не отличаемся. То есть мы за пару секунд мы считываем. Нравится, не нравится. Если нравится, то для чего? Вот здесь женщина вас считала за пару секунд, и вы ей очень нравитесь, как для любовника. Вот прям очень. Здесь женщина, знаете, как спит и видит, как бы вас затянуть в близкие отношения. Женщина здесь адекватна, женщина здесь с мозгами дружит. Поэтому, если, например, вы принадлежите к мужчинам, которые, ну, как бы, которых не смущают четырехугольники, трехугольники, то, в принципе, здесь очень такая достаточно умная женщина в том плане, что ломать чью-то там семью она не собирается, устраивать истерики по поводу того, что разводись, там, женись на мне, она тут не собирается. Здесь женщина достаточно такая, знаете, она может в лоб сказать, например, ты мне нравишься, там, как я тебе, как вот, что между нами может быть. Вот в таком формате. Так, что еще дополнительно карты скажут?
Здесь человек абсолютно ненавязчивый. Хочешь, мы будем с тобой дружить. Хочешь, мы будем с тобой в романтических отношениях. Тут какая-то такая непроблемная абсолютно женщина. Веселая, компанейская, прикольная. Потому хочешь, будем любовниками. Не хочешь, будем друзьями. Но в любом случае ты мне очень сильно нравишься. Я бы хотела, чтобы ты присутствовал в моей жизни. Тут вот такой вот посыл от этой барышни. Вот так вот, двоечки. Вот такой вот был ваш вариант. Кто себя узнал? Отпишитесь в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Кому необходима помощь, обращайтесь ко мне за консультацией, за личным гаданием. Мои контакты на экране. Пишите мне в WhatsApp или в Telegram. Не звоните, только пишите. На этом всем хорошего вечера и всем пока.